Да, весна в этот раз, похоже, такая ранняя, что прямо реально уже 25 днем, да? И ночи стали 25. теплые. 25, да, говорят, к концу недели 29-30. О, Нам, конечно, это страшно, поэтому пока еще нет жуткой жары, мы побежали загорать. да, Ты любишь загар? люблю. Ну, вообще, да, соглашусь в том, что вот белым людям загар идет. Правда? И как-то выглядишь Чувствуешь себя да, сексуальнее тогда? сексуальнее. Раз, Да. подтянутой, Да, да. меньше видно целлюлит. Вот-вот. Вот. И вообще как-то вот эта вот золотистая оливковая кожа, и косметика на нее лучше ложится, да? Да, И декоративная, как-то все смотрится лучше. Поэтому наши люди любят загорать. Он, смотри, какой мужчина. Загорелые. Загорелый. Не то, что мы сейчас самые белые. Я тоже люблю загар, но не люблю, когда вот загорают до черна. О, это европейки так любят. Европейцы часто можно на пляже видеть таких темно-коричневых людей с европейской А внешностью. какая уже потом кожа сухая, такая морщинистая же. Да, хочешь, я тебе расскажу про это, про все? Давай. Я же все-таки врач с высшим образованием. Точно, давай. Это не пропьешь. Смотри, ультрафиолетовые лучи на кожу действуют очень плохо. Во-первых, они вызывают преждевременное старение, потому что разрушают коллаген и эластин, вот эти волокна, которые коже придают структуру. И мы же пьем коллаген все, какие-то добавки пьем, и просто коллаген в пакетиках пьем. И вот именно коллаген и эластин ультрафиолет разрушает, извиняюсь. Вот. Следующее, это он высушивает кожу. Ты, наверное, тоже замечала, что после загара иногда бывает шелушение. Даже если ты стараешься, и стараешься не обжечься, и защищаешься, то через какое-то время, через 2-3 дня, иногда через неделю после возвращения, иногда бывает с отпуска, все начинает шелушиться. Это говорит о том, что влагу кожа потеряла, а это тоже ничего хорошего не дает, потому что вызывает мелкие морщины, плохо ложится косметика и так далее. Да, точно. Вот, что еще? Пигментные пятна. Вот это у меня есть уже. Вот это не у всех бывает, вот, потому что генетически мы все разные. У некоторых прямо немедленно после инсоляции возникают прямо эти пигментные пятна, у кого-то в меньшей степени. Вот у меня они не возникают, но все равно я этого боюсь, потому что вывести их потом довольно-таки сложно. Это навсегда почти что, да? Ну нет, есть отбеливающие кремы, и надо защищаться, и в принципе есть какие-то косметологические процедуры. В принципе, если сильно хочется, от них можно избавиться. Я вчера ударилась, смотрела в телефон и зашла в столб. Вика, ну это только ты так можешь. Я не могу. И четвертое действие, самое опасное, прерву тебя, это солнечные ожоги, потому что поэтому доводить себя на пляже до солнечных ожогов – это катастрофа, это нельзя. Потому что, во-первых, это вызывает образование в коже свободных радикалов, которые повреждают кожу и сильно увеличивают риск меланомы, рака кожи. Ты знаешь, у меня вот к твоей теме тоже скажу, это все тоже в тему. У меня приятельница была в Москве, и она где-то там что-то с кем-то один раз или два, непонятно что там. В общем, она заразилась сифилисом. Господи. И она не знала, что она заразилась сифилисом, потому что нужно кровь проверять. И поначалу, если бы она пошла проверилась, можно там вылечить этими укольчиками и все. А ей пошло уже в спинной мозг. И там уже... это, наверное, 2-я или 3-я даже уже стадия. И там уже капельницы. И ей капали такие большие дозы месяц. Антибиотиков. И на фоне этого у нее потом начался рак. И она 3 года лечилась. А рак от чего? Она ездила по Египту. Много раз ездила в Египет там годами, и она жарилась на солнце. О, это вообще... И у нее была вот такая плямбочка на ноге. И вот с этой плямбочки, когда иммунитет понизился максимально, началась меланома. Да, и все, и она 3 года боролась и ушла из жизни. Да, это очень опасно. И если у вас есть родинки какие-то, не совсем мелкие, а вот хоть какие-то чуть побольше, и они все время подвергаются инсоляции, солнечным лучам, то надо их всегда прям жирно-жирно мазать защитным кремом. Да. Если ты сам просто помазался и это там размазал по себе, то на родинки надо наносить прямо густо. Да ты что? Да. И вот вообще эта тема вот в странах, где озоновый слой меньше, а именно в Австралии, там очень высокий уровень заболевания меланомой, раком кожи, и они все очень
насторожены, и везде есть возможность сходить к дерматологу, к врачу, и на специальном аппарате через увеличение посмотреть, не опасны ли вот эти родинки или какие-то новообразования, которые вдруг появились на фоне пребывания на солнце. Я думаю, что в Хургаде такого нет. Ну, во всяком случае, я не знаю. Может быть, в стране есть, может быть, в Каире есть, но в Хургаде вот так, чтобы принимал дерматолог, я ни разу не слышала, чтобы у него был аппарат, который это смотрит. Поэтому надо загорать с умом. Рекомендации очень простые, и все вы их 100 раз слышали, просто не обращайте на них внимания. Не надо загорать с 12 до 3, Да. только утром. Вот мы с тобой сегодня немножко опоздали, поэтому мы с тобой будем сидеть под зонтиком. Да, да. Покупаемся, если сможем, если море прогрелось, да, сможем. если не замерзнем, и будем сидеть под зонтиком. И после 3. А наши же люди, посмотрите, все Лежат с утра просто до вечера. жарятся с утра уже, сколько времени здесь они лежат. Значит, надо наносить защитные средства, под ними тоже загорают, и красивую оливковую кожу вы все равно получите, просто это будет немножко во времени растянуто. Вот. И не надо делать скраб тела прямо перед походом на пляж. Лучше сделать за день, за 2, потому что это все равно микротрещины, микротравмочки получает кожа, когда ты ее скрабируешь. И, в общем, это лучше сделать пораньше. А после пляжа тоже нужно прийти домой, нужно принять душ. Это важно? Это важно, конечно. Ну, не потому, что ты там что-то удаляешь. Душ в гигиенических целях, но просто после душа, после пляжа нужно помазать кожу каким-то увлажняющим средством. Здесь, кстати, в Хургаде очень хорошая в этом смысле косметика. В хорошей аптеке в Египте всегда огромный выбор средств для загара и после загара. То, что вот здесь выше, это все для загара. Мы об этом не говорили, но, кстати, я люблю очень пользоваться вот такими, они называются как косметический баттер, как масло. Они с добавлением морковного какого-то там сока или компонента, чтобы был каротин. И иногда бывают с шоколадом. Вот эти вот. Я их всегда покупаю, и когда ты их наносишь до пляжа до загара, то кожа вообще получается такая блестящая, и такой хороший цвет очень быстро приобретает. Как ухаживать за кожей после пляжа, после загара. Значит, это вот этот вот весь ряд. То есть выше это защита и для загара, а вот эти вот ряды это после загара. И ну, я могу только поделиться своими любимыми. Есть вот такая хорошая марка Ева, или Ива, правильно по-английски. Она выпускает и декоративную косметику в Египте, и уходовую косметику. Вообще она ужасно хорошая. Ее здесь все покупают, и я сама ею пользуюсь и очень люблю ее. Но вот есть такой лосьон после солнца. Здесь в нем все. И пантенол, и экстракт ромашки. В общем, все, что используется для успокоения кожи после солнца. Но если вы хотите какие-то индивидуально, чтобы был тот же самый алоэ вера или ромашка именно в чистом виде, то есть вот очень хороший такой вот гель. Он такой простой, не очень притязательный, тут такая прозрачная, плохо видно упаковку. Он называется просто, не знаю, алоэ вера гель. И вот здесь чистый экстракт алоэ, и он вообще охлаждает, и смягчает, и увлажняет на 24 часа. Смотрите, он вообще один, потому что их очень хорошо берут. Если этих несколько стоит... Это после, да? Да, это после загара для успокоения кожи и для того, чтобы загар лег хорошо и чтобы не было никаких повреждений. Ну и вот есть, мне тоже очень нравятся любые средства с верблюжьим молоком. Они тоже все очень хорошие, хорошая консистенция, они не липкие, ну прям как люксовая косметика. Как я сказала, я себя чувствую такой богатой. Когда общаюсь с умными людьми, я запомнила. Да, когда общаюсь с умными людьми. Спасибо за комплимент, конечно. Да, и более того, еще пришли на пляж. И вот сейчас я столько испытываю удовольствия, прям много. Вот смотрите, сижу на каком-то старом кресле. Да. Вот о счастье, вернемся к счастью, да? На старом кресле. Вот тут что-то как-то так, не очень так, скромненько. Да, скромненько, какие-то столы пластмассовые, дешевые. Но я себя чувствую очень богатой, потому что у меня Красное море и умная Танечка рядышком. Все, чай вот египетский, 1 ложка сахара. Аля Роса. Да, Аля Роса. Ну, в душе Роса. такое счастье прям, и так, и много богатства, прям вау. Ой, приятно так слышать. В общем, вообще на самом деле все хорошо. Ранняя весна, солнце,
море, пока еще не теплое, но прогревается с каждым днем. Приятные люди вокруг. Что еще надо для счастья? Да, что еще надо, действительно. Немножко по правилам позагораем. По правилам? Да, то есть понемножку, по 15 минут рано утром и после обеда. И буквально через недельку будем выглядеть просто шикарно. Минут, да. Почему 15 минут? Там, я вообще так загораю. Я загораю 15 минут на животе, 15 минут на спине, вот до 12 в ранние часы. И после обеда, если попадаю, тоже загораю. Вообще вот мой режим загара: 15 минут на животе, 15 минут на спине лежу. Супер. Вот, но у меня кожа достаточно смуглая, и меня это вообще не обжигает. Если у вас белая кожа, то может быть достаточно 10 и 10 минут. Вот у моего мужа очень чувствительная кожа, он по 10 минут лежит. Я лежу по 15, иногда даже, скажу, по 20. Вот, но я изначально смуглая генетически, поэтому я не обгораю. Поэтому вот следите за этим очень сильно. Постарайтесь любой ценой избежать вот именно ожогов. Потому что ожоги – это самое страшное для кожи. И для здоровья, и для того, как ты выглядишь. Мы же все хотим хорошо выглядеть. Так, ну что, пойдем плавать, да? Пошли. Вот чем мне нравится Хургада, так это обилием кафешек. Каких только нет, на любой вкус и на любые цены. Вот, например, мы живем в Каусере, да, с тобой сейчас в Каусере. Да. И вот сколько? Ты здесь 6 лет живешь? Да. Я 3. Мы за это время не смогли обойти, ну, я не знаю, наверное, даже половины. Да. Вот. И иногда хочется в новую сходить. Мы даже с подружкой делали обзоры кафешек и инспектировали их, где вкусно, где не очень. А иногда хочется заходить в старые, потому что ты точно знаешь, что там вкусно. Ага, ну это да. Вот мы сейчас Пабло Эскобар, которая здесь на самом деле 2 филиала. Один находится здесь на Метро-стрит, а другой туда чуть подальше, на Банковской улице, на следующей, да. И здесь на самом деле классные цены. То есть сейчас они как-то более-менее сравнялись со средними, а еще полгода назад там были цены самые дешевые. Я взяла американо и отдельно молоко горячее. Супер. Всегда так пью. Большая. Да, ну американо или френч пресс, да, они между собой похожи. Потому что крепкие не очень люблю напитки. Иногда пью, но вот сейчас нет. И это все стоило 70 фунтов. 70 фунтов это вообще это $1 и 2,20 центов. Да. Вообще копейки. Сидим вот прямо на улице. И вокруг сидят разные люди. Сзади и справа сидят мужчины. И прямо вот на нас пялятся. Да, не просто смотрят, а пялятся. Ой, ужас. Вообще, конечно, понебратство это иногда вроде так и ничего, потому что люди простые, все расспрашивают, вроде как всегда готовы помочь, но иногда просто это достало уже, не знаю, where are you from? Слушай, Вика, я поняла, почему здесь вообще всегда аншлаг в этом Пабло Эскобаре. Не потому, что здесь кофе дешевый, а потому, что здесь классно вот так вот сидеть, да, и рассматривать людей, которые мимо ходят. Женщин, да? Они рассматривают женщин, а я сейчас поймала себя на мысли, что вообще просто на людей смотрю, интересно. Вот мужчина идет симпатичный, спортивный такой. Точно. Сразу в чем одет, в чем обут. Да. Куда идет? Да. Деревня же у нас тут. Деревня. Вообще Хургада это большая деревня. Во-первых, мы встречаемся со знакомыми на дню по несколько раз, а в неделю, наверное, точно видим всех своих знакомых. Вот. И еще классно тут, например, что можно забыть деньги, там, прийти попить кофе, и тебя отпустят в долг, и ты завтра принесешь или не принесешь. Также и у овощной лавки, да, всегда можно купить, не доплатить, сказать: ой, знаете, нету денег, и вообще все с удовольствием тебе это все простят. Здорово. Вот за этим, мне кажется, многие едут, ну, вернее, даже не то, что едут, любят те, кто здесь прижился и принял Египет. Вот, мне кажется, в том числе это играет роль. Вот такая простая, доброжелательная атмосфера. Очень люблю еще Хургаду, знаете за что? Я вообще такая в прошлой жизни модница. И не просто модница, а настоящий шопоголик. Вообще такая больная на шопинг. То есть, если у меня там, не знаю, есть сумочка, то она должна быть красная, синяя, черная и белая. Если у меня
перчатки, то они должны быть тоже всех цветов каждому шарфу, который у тебя есть. А здесь я излечилась от шопоголизма полностью. Я когда выезжаю, продолжаю шопиться, а когда живу здесь, ну просто здесь, как бы вам сказать, во-первых, нет супер хороших вещей. Ну, кто-то скажет, что да, эти вещи можно привезти. Но люди не особенно разбираются здесь, все, что настоящее, что не настоящее, что фирменное, что простое. А во-вторых, сама вот эта погода и атмосфера курортного города, она, во-первых, тебя расслабляет, и ты одеваешься достаточно небрежно, а во-вторых, мода, вот эта острая мода, за которой следят люди в мегаполисах, в офисах, да, этот город проходит боком. И ты носишь то, что ты любишь, и то, что тебе идет. Вот если мне идут, не знаю, там, ситцевые платьишки разноцветные, то я их ношу с удовольствием везде. А вроде как, может быть, они уже не модные, потому что, не знаю, у них там завышенная талия или рукав-фонарик, но они мне идут. И здесь я могу их носить с удовольствием. Но вот какие-то остро-модные моменты, какие-то коллекции, которые появляются там сразу во всех магазинах крупных мегаполисов, ой, здесь вообще этого нету. Здесь мы одеваемся в удовольствие свое. А ты скажи, Виктория, как-нибудь возьми, пробудись, покажи наши бутики тут. Да, точно, Вика. Как-нибудь пройдись, покажи бутики. Нет, не только бутики. И покажи противовес людей, которые тебе разрешат тебя снять. Потому что на самом деле не там, вот на улице. То есть магазины, конечно, здесь совсем, там, их сложно назвать магазинами, бутики в кавычках. А люди при этом есть они очень красивые, очень красиво одетые. Ну что ж, на сегодня все. Буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И самое главное, смотрите видео, которые я оставляю в заставках. Там всегда много ценного. Пока-пока. До скорых встреч в Египте.